Я сама. Это агент Шоуленд, серия номер 2, в гостях Нилетто. Нилетто, 28 лет, певец. Настоящее имя Даниил Прытков. Ранее был известен как Данила Хаски. Мускулистый, татуированный, душевный. Лишнее вычеркнуть не получится. Попал в чарты и остался там. Любимка долго была на первом месте сразу нескольких хит-парадов. До того, как стать популярным, занимался танцами. Утверждает, что знаменитая косичка – дань стилю брейк-дансеров. Участвовал в шоу «Русский ниндзя» на Первом канале и «Песни» на ТНТ. По-настоящему выстрелил только из розового пистолета. 5 категорий. Да, тебе нужно ответить на 10 вопросов. Выбираешь любой, стреляешь, попадаешь, естественно, как говорится, да? А давай мы будем по очереди кидать. Я не отвечаю. Отвечать, как бы... Я не отвечаю на вопросы. Я тут... Нет, в смысле, я буду отвечать, ты просто тоже будешь. Давай. А, то есть вот так, то есть интереснее. Ну, а что мне одному шмалять? А что, это роликс? Нет? Нет. Ну, подожди, сейчас второй хит напишешь и прикупишь? Нет, не хочу себе роликс. Я парень попроще. Все, давай, сейчас сразу поделим. Время пострелять, поэтому давай. Нилетто уже отстоял очередь на самый искренний аттракцион в истории лунопарков. Впереди тир правды. Все просто. Попал в шарик, честно ответил на вопрос. Есть 5 тем и 10 дротиков. Погнали! Так, да вообще похуй, любую. Давай. Давай. Бабло не лето. Раз уж начали, так сказать, эту тему. Бабло не лето. Вопрос. Не лето. На что копишь? На что коплю? Маме на дом. Все просто. Не весело, скучно, банально, но Кажется, интересного интервью у нас не получится, друзья, расходимся. А Благородно. еще Какой на дом ты такой хочешь дом, купить матери? который будет нравиться маме. А какой дом ей Да. нравится? Не знаю, она хочет, не знаю, в общем, Пиздатенький. недавно говорила, видела дом, говорит, вот смотри, типа. Ну, Я двухэтажный, такой, трехэтажный. вначале говорит, ты купи мне дом, потом уже себе там на машину, еще что-то. Слушай, ну это хорошо. Мамин дом – это прекрасно. Я тебя поддерживаю, ты молодец. Начали хорошо, ты как пай-мальчик, все супер топчик. Давай, идем дальше. Супер топчик, ты кидаешь, погнали. Я тебе выбираю вопрос. Давай, просто Я буду засылай. целиться куда-нибудь, и там как бог даст. Засылай, и все будет круто. Так. О, попало даже. Вопросы с Вопросы Химаша. с Химаша. С Химаша. Я, кстати, не на Химаше живу, но типа с Химашей, короче. Но там тоже был. Район. Вопрос. Получал по шее за внешний вид? Был один момент в универе. Меня назвали клоуном. Типа, ебать, у тебя штаны типа цветные, что-то ты там это. А я еще как раз что-то танцевал, хип-хоп, все дела. Все, и что-то нарвался там, пацаны, так это. Короче, мне прилетело случайно вот сюда, когда я повернулся. Все, ну больше мне В ничего. смысле, они в тебя целились и попали, или не в тебя Да там так целились? получилось, что на меня типа нарвался один чувак. Вот, мы с ним что-то трещали, он назвал меня клоуном. Я думаю, в смысле, ну я просто танцор, я танцую. Потому что все ты дела. ярко одет? Да, а потом подошел еще какой-то чувак, еще, видимо, его кореша с универа. И все, что-то они начали как-то рамситься там на меня. Я отвернулся, и он ударил мне с кулака сюда. Я ничего не почувствовал, как бы, думаю, ну что. Ну, естественно. И больше, соответственно, как бы Не получал. ничего они как бы не стали делать, и просто как-то мы разошлись. А ты уже был вот такой вот в форме, или потом только начал качаться, чтобы всем сдачи давать? Да не знаю, я по природе еще вот реально. Ну, ты У меня родился такой, я поняла. Не всё. родился, но у меня по природе очень крутая генетика. Я просто занимался всем подряд, и все, и вот такой какой-то стал.
Но в школе меня как-то стороной обходили, не дрались со мной. Наверное, боялись. А я не люблю никого бить вообще. Ладно, а ты что, музыкант? Очень интересно, дай не попаду. Блять, ну Блин, реально не попал? миллиметраж. Просто рядом шарик. Давай еще раз. Второй шанс. Разъеб. А ты матюгаться умеешь? Ничего себе. Готовился? Молодец. Специально для тебя. Ты в гармонии с жанром, в котором работаешь. Брутал, сладкая попса. Объясню, как мне кажется. У тебя музыка достаточно такого, сладкого характера. Она нравится девочкам, и она, немножко такого, чуть-чуть, такой на микрончик. Вот такая же тоненькая, как твоя косичка, чуть-чуть такая, попсовенький такой. У меня Класс. есть разная музыка. Нет, 100%. Но мы сейчас говорим о песнях, которые на слуху. Безусловно, у тебя есть багаж огромного, жесткого хасла, рэпа, где ты там скроллишь. Ой, как ты любишь утрировать. Но мне нравится это. твой образ, ты брутальный. Кто-то думает, что я типа качаюсь в зале, там жму штанги, пою песни и там намыливаю свое тело и всем показываю, смотрите, какой охуенный. На самом деле вообще просто, мне вообще, я за стиль заморачиваюсь просто чисто как танцор в бывшем. И, просто молодой пацан, которому нравится, я без комплексов, мне нравится выглядеть так, как подожди, я хочу. вопрос в следующем. Ты в гармонии с жанром, в котором ты работаешь? Музыка, которую ты сейчас делаешь, Мне и как ты нравится то, выглядишь? что я пишу. Людям нравится, и это самое главное. Но тебе бы не хотелось похаслить, дать... Обычно знаешь, как бывает, музыканты начинают с чего-то более спокойного, а потом им хочется, какого-то... Знаешь, чего мне хочется? Вот у меня сейчас аудитория очень прям такая широкая и очень много взрослых женщин, на самом деле. Там 30 плюс, честно. Максим Галкин сейчас немножечко занервничал. Прям вообще, мы сами в шоке, реально дофига. Просто взрослых женщин. И мне, конечно, хочется на концертах, не знаю, с пацанами слэмиться, давать какой-то, реально разнос. Но есть музыка, хочется которая... прям в толпу же просто залететь, чтобы они тебя на руках, фаера, как Макс Корж, Есть музыка, которая как раз, возможно, и для этого есть. И я сейчас пока что на концертах не делаю. У меня будет следующее, у меня в марте выходит мини-альбом. Скоро, совсем скоро. Поэтому и там будет музыка, написанная не для женщин, не про любовь, а больше для пацанов. Для пацанов, наверное, просто о жизни. И она такая, как сказать... А ты не боишься, что когда у тебя выйдет альбом для пацанов, вот эти женщины, которые любят тебя за любимку, расстроятся и, собственно, Слушай, не будет этой когда волны? выпускал песню «Повезет», все так тоже думали, что это же как бы полярные вещи. Это не полярные, это и есть я. Любимка, это просто прикол. И, они слушают эту песню, им она очень нравится. Они слушают эту песню. Прям А мини-альбом? и они прям, «Повезет» песню прям женщины поют, прям поют. Хорошо. Для этого должны петь пацаны и ездить в тачке, слушать эту песню. Давай дальше. Твоя очередь. Я дальше. тоже выбираю. Давай комменты под любимкой. Погнали. Комменты под любимкой. Это не наши вопросы, это вопросы хейтеров. Кайф, погнали. Их не так много, кстати, на удивление. Ты очень положительный герой и бесишь даже этим иногда. Чем ты отличаешься от остальных? Мне тоже говорили. Чем ты отличаешься от остальных? Помимо того, что у тебя я не знаю. большие грудные мышцы. Я не знаю, чем отличаюсь от остальных. Подожди, ты же думаешь о том, что тебя что-то выделяет? Ты же не считаешь себя, что ты такой, как все? Я не знаю. Мы все разные, и с другой стороны, все тупо одинаковые. Не знаю, мне хочется, чтобы я сохранял всю свою, может быть, внутреннюю красоту, был максимально офигенным в плане не офигенный такой, а просто как человек, оставался реально крутым человеком, и чтобы действительно все были на меня похожи. В плане, чтобы все были кайфовыми. Я очень люблю, когда... внутренне, чтобы все были... это растаманские такие, знаешь, немножко мысли. Да нет, не совсем это утопия, все хотят. Я за то, чтобы просто люди были классные. Чтобы они занимались классными вещами, делали то, что хотят. Я имею в виду в рамках разумного. И выглядели, как хотят. И, не проябывали свою жизнь напрасно. Может быть, тогда скажешь, что в тебе не так, может быть, твои недостатки? Да дофига, наверное, уже недостатков, я не знаю. Я курю сейчас сигареты, наверное, если говорить о каких-то таких вещах, недостаток. Я, наверное, сейчас в отношениях, в любви очень стал каменным. То есть у меня нет сейчас никаких особо эмоций. Я перестал чувствовать какие-то... Почему ты тогда их не закончишь? Нет, это не про... я говорю про отношения вообще в жизни сейчас у меня. То есть, когда приходит какая-нибудь лютая новость, например... и ты равнодушно ее воспринимаешь. Ты идешь на съемки, шоу... К Настюхе. К Настюхе, я такой... заебись. Классно. Это не при том, что какое-то шоу, а просто все там говорят, любимка на первом месте в Apple Music. Я такой, это только вывод один. Ты очень быстро зажрался, дорогой друг. Не зажрался. Давай. Такая ты интересная, конечно.
Слушай, я 4 года в профессии, я до сих пор очень с трепетом отношусь ко всему, что со мной происходит. Вот ты сегодня ко мне в гости пришел, я до сих пор не могу в себя прийти. А ты одну песню выпустил и уже охуел. Давай. Все перевернуло вообще с ног на голову. Так, бабло не лето, давай Бабло еще не раз. лето. Нужно же об этом поговорить. Сколько готов пожертвовать на развитие агент-шоу? Агент-шоу? Ну да. Давай, выворачивай кармашки, идеальный Не, ну человек. знаешь, Дитя цветов. Не знаешь, давай, сколько тебе есть? да у меня-то нисколько нет. Ах Надо у ты. команды спросить, сколько там в бюджете Ну лежит. скидывайтесь, что, шерудим там Пацаны, по карманчикам, Несите, директора, несите менеджеры. кошелек. Ни сумки там, ни карту, кошелечек Давай, там давай. где-то. Варечка, словите, пожалуйста, Не, денежный поток. на самом деле, Давай, что, кидай, там 3 рубля осталось, мы 60 косарей вот оставили. забирай. Давай, я все... Нет, я не то чтобы обворовываю, просто сам реши, сколько Ну вот смотри, готов отдать. Так, логически подумаем. Шоу пиздатое. Ведущая. Вот недавно, короче, был такой момент, когда, стали появляться какие-то деньги. И я, короче, достаю кошелек, показываю Андрюхе, вот смотри, и взял вот часть денег вот так убрал, Так. оставил 3000 рублей. Я говорю, вот смотри, блин, у меня же вот когда 3000 рублей в кошельке лежало, я мог даже месяц прожить на эти 3 косаря. Я не понимаю, к чему ты ведешь. Ты денег пожертвуешь Потому этому что я шоу или такой, нет? потому что, типа, вот у меня было 3000, Так, я на них люто вывозил. так. Вот я сейчас закину 3000. На 100 рублей в день? Я считаю, 100 рублей в день? я считаю, что 3000 рублей это... Достаточно для того, чтобы нам протянуть. Да, по-моему, мне как раз здесь 3000. трёшка осталась. И это Давай. будет идеал. Огонь. Супер. Вот 3000 Вы- рублей Выживаем на 100 Это- рублей в день. – это те деньги, которые были у меня. Пацаны, ну чё, Да, все, раньше. зарплата сегодня. Приходите. Всем Полтос, по туркменскому соточка, тараканчику, чётенько, да. по туркменскому Ну, даже там тараканчику. осталось. Всё, четко. Давай, закидывай. Раз, два, три, четыре, пять. Еще 5. Давай Вопрос. вопросы для красавчика. Ни разу не задействованы были. И не будут. Просто мимо. Да, подожди. Ты серьезно как бы? Да, это матрица. Я схожу, блядь. Блядь! Давай. Это уже не серьезно. Спасибо. Они просто не залетают. Пацаны, Все, решили вопрос. пацаны, это топ. Так, вопросы для красавчика. Давай, Красавчик здесь полетели. один, это ты. Ой. Ты пользовался своей популярностью. Я пойду пока пособираю. Ты Куда? зачитывай. Ну, пособираю. Ты пользовался своей популярностью для того, чтобы с кем-то почики-пипиться. Чикабунькаться. Сразу следующий выйдет. Чики-пикирикаться. Вы это не снимаете, да? Стоп, не Вы уйдешь это не от вопроса. снимаете, типа? Давай, отвечай. Так что, Красавчик. пользовался? Ну там, как говорится, чики-пики, пуки-чуки. Ну, наверное, да. А расскажи поподробнее, почему, зачем? Как, с кем? Все просто. Где камера? Где камера? То есть ты пользовался... Это природа. А как это происходит? Ну, то есть тебе пишет девочка в директ, и ты понимаешь то, что, ну, если девочка уже идет на контакт, то ты спокойно можешь с ней... Дротики соберу. То Я просто есть ты думаю... можешь с ней спокойно, ну, как бы, почики-пунькаться, типа, а потом что? Она уезжает с утра на такси, да, и как бы, и все. А потом что? Ты, получается, не берешь, не отвечаешь ей в директ или блокируешь ее? Как это происходит? Вот сейчас, если вот это вот, блядь, ни с одного шарика не Ну, разъебет, Давай, я готов ну. рассказать все о себе просто. Да в смысле, любую стоп, правду. мы уже... А здесь вопрос такой, знаешь, тут нужно очень аккуратно к нему подходить. Подожди, если тебе девушка пишет директ, но она же видит Да, тебя, на самом деле, короче, она как- уже как знает, сказать? что ты не предложишь ей отношения. Давай, Так ты больше какая схема? Так ты Расскажи. большего от нее не ждешь? Понятно, конечно. Но какая схема? Как это происходит? Расскажи. Короче, я по жизни человек фристайл, и вот само вот это вот спонтанное, это такой некий, ну, как бы, некое такое сексуальное событие на фристайле. И как бы это иногда прикольно, наверное, прикольно, не знаю. Давай. Я не скажу, что это максимально круто и то, что нужно сердцу, но такое, я думаю, что есть у каждого. Я не думаю, что, мне кажется, нет ни одного реально свободного, точнее не свободного, а реально ни одного чувака, вот свободного артиста, популярного или еще просто парня, который из популярности, ему пишут девчонки, который ни разу Не не спал. спал со своей Ну, фанаткой. так, Не пиздите. из директа было? Ну, конечно. Я просто недавно смотрела твое интервью. Ты Так. говорил, что ты там 8 лет с девушкой встречаешь. Я же говорил, что у нас перестрелка происходит уже 8 лет. Знаешь, когда ты расстаешься с человеком и не видишься с ним месяц, 3 месяца. То есть как бы- она, получается, знает о том, что ты можешь там, ну, пообщаться с девочками из директа, и у вас при этом продолжаются отношения?
Не, я просто спрашиваю. Я человек, правда, человек искренности, я готов ответить на любой вопрос. Короче, Ты изменяешь. вот смотри. Сделай так, я пойму, что Вот иногда. смотри, а я уже отвечал на этот вопрос. Меня спросили, ты изменял когда-нибудь? Я говорю, Сказал, изменял. Да, я не пизжу. Вот. И что касается вот прям так, с директа и так далее. Ну, ты же когда с человеком реально, вот ты можешь быть 8 лет вместе, и действительно, когда ты на 2-3 месяца там не видишься с человеком, и у вас настолько такой конкретный разъеб происходит, что человек же может тоже уйти. Он может просто сказать, я Однозначно. ухожу, я тебя кидаю. И что ты будешь делать? Вот ты как бы должен 3 месяца или там полгода ходить и ждать его. Ну, И что делать? Ходить Нет, писю дрочить? понятно. Писю дрочить вообще это всегда Так, спасает. Ну, это кайф, это я за. А зачем тогда продолжать эти отношения, если вы, получается, друг друга наебываете уже? Ну, а это уже как бы Не ваше сердцу дело, не да? прикажешь. Ты уже не понимаешь этого. Это уже Это больная психология, любовь которая- называется. Очень Наверное, больная да. любовь. Но благодаря этой больной любви возникают очень крутые песни. Добивались? Четко. Вопросы для красавчика. С кем бы ты почики-пунькался из современного шоу-бизнеса? Ну, чисто Из визуально. отечественного. Ой, из отечественного. Из отечественного. Ну, соответственно, это же Блин. просто как бы твоя фантазия как мальчика. То есть кто тебя сексуально возбуждает? Но я почему-то не представлял, что типа я вот буду с Нет, ним. понятно, что ты не представляешь, как ты их там... Просто Как они топ-3. мне на лицо садятся. Типа, Например, Например. как Варик. Но мне очень нравится Лена Темникова. Леночка, Вот, готовьтесь. Леночка, ну, именно, причем, может, даже как-то энергетически, потому что мы с ней виделись один раз в Екатеринбурге на концерте. Ты еще, помнится, говорил, что ты хотел бы дуэт Зиверт записать? Я рассматриваю именно общение, знакомство с Зиверт исключительно как музыкальное. Хорошо. И я говорил, типа, я не смешиваю работу. И Так, все, Зиверт, извиняю, поэтому, не туда. Хотя Зиверт, я уже тоже, кстати, говорил про нее, очень-очень красивая девушка. О, вопрос из Химаша. Химаш, пацаны с района. Задают. Это Что-то не мой лютое, вопрос. Да? За сколько денег, Даня, ты готов отрезать косичку с лица? У меня 3000 есть. Да я сам хотел недавно отрезать ее. Сейчас, погоди. Я недавно сам хотел отрезать эту косичку. Я просто хотел... Нет, я просто хотел ёбнуть на вас. Давай начнем с Просто у меня был косички. У такой меня есть бзик. 3000 и ножницы. Нет, я думаю, что пока не И будет. ты оставишь ее? Потому что с точки зрения коммерции я сейчас должен мыслить так, что пока рано. Вот когда вот уже, знаешь, типа, будут знать все не лето, что вот он такой-такой, а потом я, например, состригу, и это будет хотя бы какой-то фурор. Пока меня мало людей знает. Так фурор, вот, рано. стоп, мальчик. После этого выпуска, поверь мне, с аудиторией у тебя будет все в порядке. Она возрастет, скрепчает. Поэтому у нас есть музей, вот только что появился в моей голове. И туда-то мы положим твою косичку. Музей кусков частей тела. Да, музей агент-шоу. гостей, Как у да. Якубовича, только у Настюшки Ивлеевой. Так, 3000 даю, пацан, 3000 налом. сейчас Пахнут подумаем. Сейчас успехом. совещаюсь с командой. Давай. Типа, пацаны, 3 косаря возвращаем, Это типа, топ. нет? Я тебе... Контент 3000 дают. топ-шок. Делайте. 3000 дают. Я накину еще сверху. Настя меня на понт берет, она просто У хочет меня- рейтинги повысить. Типа, Косичку косичку срезать. за 3 рубля. Я могу больше дать. Давай На за самом 50. деле, Давай за 4. Давай. Давай, на самом деле, следующий За полтос. вопрос. Давай, следующий вопрос. Смотри, За полтос. Бесплатно резать? смотри, Пацаны, подожди. смотри, следующий У тебя вопрос. есть друзья, ты сказал о них классные ребята. 50 тысяч. Я Вам за- не надо будет корпоратив давать на ближайшей неделе. Пока пообщайтесь Пацаны. там, я типа пойду. Я знаю ваш прайс. Дань, Я такие вещи не делаю за деньги. Я готов сделать это с кайфом бесплатно, но Так не давай. сейчас. Но не сейчас. Почему? Потому что вообще я хотел такое сделать, потом подумал, для меня это не та деталь, на которую я стараюсь обратить внимание. слушай, давай договоримся так. Подожди, Давай. стой, в эфире. Если ты решишь ее отрезать, позвони мне, сделаем это вместе, пожалуйста. Пообещал? Все. Пообещал. Все. Скорее бы. Пообещал. Блять, ты чё? Ты просто Не, не... Джу, я себе... Ты Чё, это- козлик, охуел? Не летит. Смотри, не летит. Давай, соберись. Вопрос из Химаш. Химаша. Кого ты считаешь самым нелепым на современной сцене? Музыка, стиль. Понимаешь, сейчас Не такое могу время... таких назвать вообще. Не могу. Вообще? Не, Вообще вот, не могу. То есть, допустим... Я не вправе судить чужое творчество. Пусть пишут, что хотят, ведут себя, как хотят. Пишите, что хотите, я буду писать, что хочу. Все мимо, блин. Тоже мимо. Уже сразу их забирать. Я все тут знаю. уже. Крайний, давай, сейчас десяточка. Крайний, да? Все. О! Смотри, 10-й, финальный. Категория «Ты точно музыкант». Кто из музыкальных артистов вдохновлял тебя до популярности? Может, и вдохновляет до сих пор?
Я слушал вообще очень разную музыку, прям дофига раз. Ну, Короче, я реально рос, типа, слушал там реально Билана, типа, Рамштайн мог слушать. То есть, Билана и Рамштайна, это Билана, как? Рамштайна, ну, то есть... Поэтому ты совмещаешь себе брутальный стиль и исполняешь любимку. Чуть-чуть от Билана. Короче, я просто могу сказать, кого я слушал. Да и вообще я слушал там, не знаю, от Брайана Макнайта, это типа просто отец R&B. Про такого даже, ну, люди не знают в России. И слушал реально там какую-нибудь Касту, не знаю, Дима Билан, «Отпетых мошенников», помню, с кассеты слушал. Спасибо тебе за искренность. Это правда, это было просто обуительно. Я дарю тебе игрушку, и пусть она вдохновляет А тебя я не на имею новые права брутальные песни. Может, ты выбрал? Нет, имеешь право, безусловно, да. А ты бы какой выбрала? Я бы вот это. Пони, да? Ну давай, возьму пони от тебя. Бабы Твой всегда вкус. делают так, как нужно. Я вот 2 бы забрал. Давай, бери 2. Вот мне медведь вот тот нравится. Держи, Вот он топовый. У него жопа приклеилась только. чтобы он не упал. Это Всё. же этот, видосы, с которым есть еще по телефону все через инфракрасный порт передавали, через Bluetooth. Не понимаю, Там что он- ты говоришь? Так, Идем дальше. Видяшки есть. Я не помню, как его зовут, Я писать напомните. хочу, да, не извини. Анастейша Евлеантес готова вызвать на танцевальный баттл даже профессионального танцора. Разумеется, только по правилам, которые диктует она сама. Врубаем любимку и схватываем на лету эмодзи. Они-то и подскажут, как надо двигаться. И пусть наши комментаторы сами определят чемпиона. Погнали! Ты готов? Да, погнали. Что делаем? Полетели. Танцуем и повторяем за смайлами. И в конце решим, кто пизже. Ну, типа на суд зрителя. Я просто трачу себя, я без сдачи в тебя. Пьяный врач мне сказал, между нами стрельба. Давай, делай. Война, между нами бейба, между нами вода, между нами вода. Давай, ну ты, А там что, там непонятно, что было. прикрывай свой тыл. Пара, -1 я. Где же ты, где я? Родился я, чуть не погиб, я просто трачу свой прайм. Мы синхронно сделали, почти синхронно. Тебя, я просто трачу свой тайм на тебя. Время пострелять, между нами пальба. Блядь. Остаешься там, любимая. Я просто трачу себя, всего себя на тебя. Время пострелять, между нами пальба. Остаешься там, любимка. Я просто всего себя на тебя. Кайф? Проголодались? В наших игровых автоматах полно еды. Перекусить точно получится. Вот только что это будет, тарталетка с опарышами или вкусный сэндвич, определит только удача. Ням-ням-ням. Судя по тебе, ты любишь покушать полезную еду. Пошли, не стесняйся. Все нормально, Даня, выдохни, на все в самом порядке. на самом деле. Ты любишь похавать. Мне вообще похер, что есть. Короче, по очереди мы с тобой вытягиваем по боксу. Есть бокс с плохой едой, есть с хорошей. Кто что вытягивает, тот это и ест. Стопудово. И еда, и напитки. Будет еще чем запивать. Справа нажимаем. Все, разъеб. О, все, четко. Это было очень громко. Ну смотри, Так, стоп, Настюха. это еда. Давай. Смотри, стой. Еще тебе напиток надо достать, напиток в белом. Еще сразу, давай. Давай, четенько, веди. Ну, веди. Все, До конца. Доведи дело до конца. Все. Кнопочку. Оп, все, молодец. все, окей. Сейчас Смотри, я я тебе тебе буду сейчас помогать. покажу, как делается все Не, профессионально. ну тут-то все топ. Топ. Ну чуть-чуть на себя вот тебе сейчас надо было, наверное. Смотри, что... Кстати, да. Все, я просто в одно движение. Мы как бы тут, понимаете, хозяин-барин как бы тут. Да, у нас проблемы. Давай достану. Держи. Клади. Так, вот На это- другую сторону. И напиток. Давай я наклоню ее сейчас вот. Давай, туда ты можешь? наклоню. Давай чуть-чуть. Нет, смотри, Давай. я же Смотри. разъебу сейчас эту штуку. Не надо ее, Нет, наклони. подожди. Нет, Давай. если ее наклонить вот так, типа коробка же вот это упадет, вот это вот так. Давай вот так, подожди. Подожди. Она как бы вот так. Только не сломай, Дань. Подожди, она должна сюда свалиться.
Давай вот так вот я буду вести. Давай, ты там что-нибудь сделаешь, чтоб постучи немножко. Блин, даже сейчас сломает этот автомат. Подожди, стой. Все, Стой, вот мы сейчас доведем до конца. Сейчас будет топ, подожди. Смотри, и теперь, вот Подожди, смотри. подожди. Ты неадекватен. Смотри, сейчас вот так. Смотри, сейчас вот так. Все, разъем. Красава. Дай 5. Все. Ой, жестко, волнительно. Давно я говна не ела. Сука, блядь. Там что-то... Ну давай. Вот вы уже все хотите знать. Канапе на шпажке из сверчков и оливок. Сейчас Давай, ты ешь доставай. или- Нет, вместе. Мы с тобой Чёрная, можем с еды поменяться начинай. потом, типа. Ну да, можем. Что там? Масло, бутерброд с маслом и туркменскими тараканами. Ну вот. А туркменские, они какие-то особенные? Ну, как конечно. они выглядят? Съедобные. Давай, напитки. С Чем будем маслом запивать? как бы. Ладно, стопе. У меня шейк из ряженки и сардин. Отличненько, суперски. Кишечничек сейчас прочистим. Что у тебя? А типа здесь ничего нормального нет, да? Холодная вода из-под пельменей с вареньем. Предлагаю так, смотри. Ну, типа вот так, типа раз, два и башим. И кто первый съел, тот топ. Давай. Ну да. Топ Инстаграм. Это вызов? А, это вызов. Да То не, есть на самом деле, у меня больше накачанный здесь, мальчик смотри. бросает мне вызов. Давай, мой хороший. Так, я Если вызов у не меня бросал. Я есть подбородок, просто, это не значит, что мы с я- тобой, так сказать, на эйфории просто быстрее это Блядь, сделали и все. Таня, иди в жопу, это полный пиздец. Извините, я не хотела в этом выпуске материться. Нет! Дамы и господа. Нет, я клянусь, я в ахуе. Извините, это полный пиздец. Блядь, ёлка. Куда ты пошел? До свидания. Так, подожди, нет. А нужно типа все съесть Это или что? пиздец. Нужно все съесть или что? Или как? Ты сказал, кто все съест, то ты топ. Чики-пики, Так сейчас нихуя себе, у тебя шлифанем. 3 черебоса, а у меня, смотри, тут полный бутер, ну как бы до завтра хватит Это просто и на полный ужин. Это полный фарш. Я ем. Вот мне реально, мне вот плевать. Все, я пацан. Блядь. Пока я Причем, пиздела. знаете, Ладно, я пацан. на тараканов похуй. Но вот эти пельменная вода с вареньем. Я не могу, блядь, это проживать, это полный пиздец. Можно я хотя бы хлебушка у тебя возьму, потому что это невозможно. Я оливки не ем, мне хотя бы хлеба чуть-чуть закусить. Ёбаная жизнь. Все, с хлебушком, чики-пики, все, приставили, хрусть. Все, оп, оп, оп. М. Ни разу не тошнило от еды. И от какой-либо вообще другой фигни мерзкой. Но это... Шейк из ряженки и сардин. Для вас, блядь. Блядь, это полный пиздец. Все, спасибо. Я выплюнул ножки. Пока Нелята отходит от сытного перекуса, мы представим нашу легендарную команду маленьких помощников. Знакомьтесь, Ярик и Яков, Яникс и Тарас. Они сутками тренируются, чтобы достойно ассистировать Настюшке. Конечно, конкуренция за лояльность и любовь ведущей запредельная. Необузданные сорванцы, монстры в костюмах гемоглобина, сгустки харизмы и энергии. Запоминайте скорее этих непосед. Еще разок. Тарас. Друзья меня называют Мини-Халк. Яков. Работаю только по самым высоким стандартам. Ярик. Помню паспорту. Вот таким пиздюком. И Яникс. Пройду, не наклоняясь между ног у любой сучки. Настоящая команда, готовая на все ради сочного контента.
мы поместили в прозрачный куб близкого для нашего гостя человека. Задача — отвечать на вопросы Настюшки правильно, иначе любимку ждут неприятности. Все вопросы в этот раз коснутся личных взаимоотношений Нилетто и его любимки. Приготовьтесь, это будет хит. Здесь находится человек, которого ты знаешь, который тебе близок. Тебе нужно будет его спасти. Серьезно. Тебе нужно будет его спасти. Как? Я буду задавать тебе вопросы, которые тебя связывают с этим человеком. То есть правду знаете только вы. И 4 варианта ответов. На ответ дается 10 секунд. Выбираешь один из вариантов ответов. Если он правильный, с человеком ничего не происходит. Если неправильный, с ним будет происходить не самая приятная манипуляция. Ты готов, мужики? Любимка. Что за любимка такая? Вы серьезно, да? Да. Сергей Петрович. Подождите, вот, Настя, вот это реально сюрприз. Ну, агент Шоуленд. Серьезно, что ли? Батя! Вы серьезно, как бы? Вы что тут, Можешь охуели подойти? все? Привет, Да. Дорогой мой, все будет хорошо. Ну, Мы... это мы посмотрим. Или нет? Не, подождите, вы серьезно, да? Ну да, вряд Настя, ли бы мы ты- нашли двойника. Безумная Живой, девушка. живой. Вот он я. Ой, Хорошо, мне нравится. обалдеть. Фотография? Да. Охуеть. Ну что, ты готов? Блин, погнали, сделаем это. На какой праздник приезжают все родственники? Новый год, день рождения папы, Новый день год. защитника Отечества, день Сибири. Правильно. Живем. Сколько килограмм одной рукой может выкинуть твой папа? 50, 65, 75, 80. 75. Черт! Сколько лет твой папа работал городским администратором в Екатеринбурге? 10 лет, 3 года, 8 лет не работал городским администратором. Так, ну тут либо 10, либо 8. Блин, я не знаю. Долго вот надо поспоминать, 5. вспоминать. 4, Пусть будет 10. 3. Неправильно. 8, да? Мужики, Ну ладно. пока мука. Так. Что вы делаете? После какой книги у твоего папы поменялось мировоззрение? «Нежный наставник» Робин Шоу, Анастасия Владимир Мигре, «Сапиенс. Краткая история человечества» Юваль Харари, «Три мушкетера» Александр Дюма. Ну, либо Анастасия. Ну, скорее всего, Анастасия, да. Это правильно. Сколько лет твой отец играет в хоккей? 44 года, 56 лет, увлекся в прошлом году, больше уважает футбол. Сейчас такой скажу, больше уважает футбол, мне сам наваляет потом. Конечно, 56. Правильно. Из какого города родом твой отец? Тюмень, Заозерный 13, Свердловск 14, Свердловск 44. Опа, походу снова пиздюлей получать придется тебе. 5, Извини, пап. 4, Ой, не помню. 3, Угадывай хотя 2, бы. Ну, 1. наверное, Заозерный. Нет, Я хочу просто неправильно, не Свердловск. погнали. Я хочу не Свердловск сказать, потому что... Я Ну, скажу, давай, что давай. твоему отцу повезло, потому что немножко грязного снега. После муки снег, я считаю, идеально. Ой, простите, пожалуйста. Ну, в общем, насчет снега вы мимо, потому что мой папа, знаете, сколько он закалялся? Вот для него снег это вообще... Какое качество, по мнению твоего папы, является главным? Умение постоять за себя, терпение, опыт работы по специальности не менее 4 лет, расчетливость. Точно не умение постоянно. Продиктуй, пожалуйста, еще раз. Умение постоять за себя, терпение, опыт работы по специальности не менее 4 лет, расчетливость. Мне 5 кажется, секунд. ну вот либо терпение, либо расчетливость. Выбирай. 2 секунды. Одна. Правильный Наверное, ответ? терпение. Блядь. Правильно? Да? Хорош. Характерная черта семьи Прытковых. Дисциплинированность, житейская мудрость, позитив, рассудительность. О, ну тут и житейская мудрость, и позитив. Ну, житейская мудрость, наверное, нет? Неправильно. Личинки, 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 личинки. Бля, это что? Это личинки. Нет, в смысле Извините, вообще что? Сергей Петрович, пожалуйста. Вот, это рыбачить можно. Самый негативный момент в ваших отношениях, по мнению отца. Ударил ровесника отца, не пригласил родителей на выпускной, мало времени проводит с отцом, не позвал родителей на концерт. Еще раз. Ударил, ровесник. Ударил ровесника отца, не пригласил родителей на выпускной, мало времени проводит с отцом, не позвал родителей на концерт. Что это все мимо как будто? Давай еще раз. Это же Так, последний, 5 да, секунд вопрос? остается. Всё, 5 Ударил секунд. ровесника отца, не пригласил родителей на выпускной, мало времени проводит с отцом, не позвал родителей на концерт. 5, Ну, 4, мне кажется, 3, мало проводит 2. времени с отцом. Неправильно. Правильно?
А чё, куда? На Не концерт позвал я на звал. выпускной. На выпускной? Да. Видите, еще и А кто на узнали друг о концерт на друге. последний сольный не пришел? А я звал. Это уже просил никого не его. касается. С Нет, родителями не очень, спорь. очень странно. А, и что это у нас? Малиновое варенье. Блять, ну короче, Настя, знаешь, В чем ваше главное различие, по мнению отца? Данил больше думает о деньгах. Данил больше любит хип-хоп, а отец классику эстрады. Для отца больше важна страсть, а для Данила душевная составляющая. Для отца не важны люди и стиль. либо Ой, второе, мода. либо третье, я не знаю. Давай вместе это сделаем. Давай, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, наверное, второе. Неправильно. Третье, да, было? Пацаны? Третье, да, правильное было? Да, третье. Для отца Вот. больше важны страсть, а для Страсть, Данила... значит, для тебя. Ох, Сергей Петрович, давайте, держитесь! Вот сильный человек. Я бы уже там... Просто у тебя мировой батя, я тебе скажу. прям лучше. Так смотри, они же бегают все. Настя, мы должны их есть. Забегаем. Нужно их Надо было попробовать. босиком стоять. Живых мы еще не пробовали. Ребята, меня не обнимаете, да? Ну, а теперь можешь пойти и обнять... Ой, Настюха. Слушайте, друзья, ну помимо того, что мы знатно повеселились, Ай, покушай мне немножко. кажется, Иди сюда, как Данил... А! Они прыгают. Ручки, ножки, щечки зябнуть, не пора ли нам деревнуть? А звери будут самое главное? Никогда. Почему? Я ненавижу цирк со зверьми, потому что цирк со зверьми – это хуйня полная. Ты занимаешься благотворительностью зверей. Ты долбоёб. Время пострелять, между нами пальба. Попадаешь в сердце, остаешься там. Я в ожидании чего-то действительно интересного. Настя, я надеюсь, ты подготовила все самое интересное. Время пострелять, между нами пальба. Попадаешь в сердце, остаешься там. Любимка, я просто трачу себя. Ой, мне кажется, я разъебала себе нижнюю челюсть. На пару там вертушек, например, мне на камень. Ну прикинь, после этого, знаешь, сколько девочек подпишется на тебя? Вот ты серьезно, да? Вот ты серьезно говоришь, сейчас нет? Смотри, 4 марта в 19:00. Формин все снял. У меня прям ножка вот тут застряла. Блядь. Какая? Тараканья. У меня какое-то крылышко у самого. Что мы делаем сейчас? По домам? Ты знаешь, Формин, я выпила 3 бокала шампусика. Что там по караоке у нас, Саня? Вот тебе на будущее вкладываться нужно на максимум. Понимаешь, вот так в шоу-бизнесе, в жизни, в работе, на максимум. Иначе, как Формин, будешь толстый и некрасивый. Закрепили. Настя, пока, целую.